Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Привет. У меня, как и у некоторых людей, бывают бессонные ночи. И проблема такая, то что в эти бессонные ночи часто лезут всякие гениальные идеи. Вообще, в этом ролике я бы хотел объединить две темы, на которые я бы хотел рассказать в этом видеоролике. Первая тема — это рассказать об видеоигре, которую я придумал, а вторая — это рассказать о моей бессоннице. Но ты пришел в этот видеоролик за первым, так что не будем медлить уже. Компьютерные видеоигры. Я думаю, каждый геймер когда-либо вообще хотел создать свою видеоигру. Но проблема такая, то что это невероятно сложно. Это даже сложнее, чем взять и создать кино. Я думаю, каждый придумывал в своей голове идеи какой-то видеоигры, и я не исключение. Только вот не каждый может это реализовать и создать. Нет, это не подводка к рекламе. В общем, наши идеи часто остаются просто на бумаге, если вообще не находятся просто в голове. Первая моя идея вообще видеоигры была похожа на Counter-Strike. По сути, по своей геймплейной основе. Но там была бы очень высокая индивидуальность. А именно создавать свои оружие с нуля. То есть, как в Красауте строить или же Робокрафте. Когда я придумывал эту идею, я играл в эти игры, и вот так вот она развивалась. Но если сейчас посмотреть, копировать геймдизайн другой игры успешный, это, конечно, хорошо, но не совсем честно и не совсем интересно. Кто же будет радоваться очередной Call of Duty в этом мире? Кстати, о Call of Duty. Коротко говоря, идея сегодняшней видеоигры, о которой я буду вам рассказывать, она очень похожа на Call of Duty. По сути, ты берешь, бегаешь, стреляешь, выполняешь какие-то миссии, что-то происходит по сюжету этого мира. В общем, да, по сути, полностью геймплейное ядро — это как у Call of Duty, но со своими сильными изменениями в сеттинге. В общем, 2,5 минуты ролика спустя я наконец-то рассказываю главную часть видеоролика. В общем, история была такая, что у меня была очень большая сильная бессонница, и в этот момент я просто сидел и придумывал видеоигру. У меня просто в голове появлялись идеи: так, а можно сделать так, а можно сделать так. А что если будет так? Как сбалансировать здесь? Ага, так, а как объяснить эту задачу? В общем, у меня в голове постоянно какие-то идеи лезли, и пока твой мозг думает, ты не уснешь. Но, в общем, все началось с Великого Взрыва. А точнее, ядерный холокост прям по всей планете. В общем, произошло то, чего все боялись в прошлом веке. Но в моем сеттинге люди вместо того, чтобы вымереть полностью как вид, они мутировали и адаптировались под радиацию. Ну, то есть к определенной дозировке радиации у людей всех иммунитет. А также абсолютно все люди могут регенерировать куда быстрее, чем обычный человек. Прям, ну вообще, ты не можешь убить никого просто какими-то обычными пулями и так далее. В общем, каждый человек на Земле — это как Дэдпул. Обезвредить и оставив без ног, без рук можно, но этот лежачий временный труп все еще может просто взять, отрегенерировать и убить тебя. И, в общем, война. Война никогда не меняется. И человечеству пришлось придумывать, как иметь возможность нанести вред другому человеку. Потому что выстрелишь, а тот всего лишь максимум упадет, а потом встанет. В общем, человечество нашло выход в этой ситуации. Радиация хоть и нас и не убивает, но слишком высокая дозировка способна погубить таких людей, которые регенерируют. То есть вы правильно поняли. Главная фишка этой видеоигры в том, что человечество и война ведется с помощью радиации. Ну то есть мы видели паровые оружия, мы видели различные другие стрелковые видеоигры и все такое. Изначально у меня идея была в том, чтобы создать оружие, которое стреляет радиацией и способно убить таким образом. И от этой идеи я отталкивался для создания мира. То есть я балансировал мир, все, что там происходило, все, что случилось в этой истории, началось просто с придумывания какой-то пушки. Классно, да? Но есть, правда, маленькая условность. Да. К сожалению, без условности в этом мире никак, потому что, радиация, она повсюду распространяется и всех мутузит. В общем, все пушки в этой видеоигре будут сделаны из свинца. То есть свинец там имеет магические свойства поглощать радиацию. То есть она как бы и в нашем реальном мире есть, но не настолько круто, как в игре. Она создана для того, чтобы хоть как-то защищать, хоть как-то бронировать людей. То есть они будут делать бронежилеты из свинца. Они будут делать оружие из свинца.
защиту каких-то машин и всего остального из свинца. То есть, по сути, весь мир будет использовать активно такое железо, как свинец. А знаете, почему в нашем мире не используют свинец для оружия и так далее? Потому что свинец губителен для человека, так что не нюхайте, не жрите его, не трогайте, желательно мойте руки после этого. В общем, от того, что люди научились регенерировать, все болезни, абсолютно все проблемы, связанные с тем, чтобы мы умирали от чего-то либо такого бактериального и так далее, они исчезли. То есть у людей появились новые деньги взамен того, что у них нет теперь никаких аптек, нету больниц и так далее. Итак, почему же эта радиация, которая находится в оружии, которым можно убивать других людей, и она не наносит вред самому солдату? Свинец же не полностью защищает от радиации, а только частично поглощает его. В общем, знакомьтесь с условностью номер 2. Ученые смогли создать такую штуку, которая создает наэлектризованное поле, энергетическое поле. Ну, в общем, создает такое энергетическое поле. Да, я повторяюсь. Да, я это не обрезал. И что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Которая полностью, ну или, по крайней мере, 95% минимум, не пропускает радиацию через себя. И с помощью как раз таки этого поля можно создавать дуло оружия. То есть все оружия будут иметь уникальный вид. Их дуло будет покрыто вот этим энергетическим полем, плюс еще и свинцовый окрас повсюду. И стрельба будет производиться путем того, что, в общем, откуда боезапас таких вообще оружий? Там находится микрочастичка урана. Каждый патрон в этой игре — это уран. А знаете, откуда у людей уран? Из-за того, что у них повышенная защита от радиации у всего человечества, они спокойно пошли в недра Земли или еще куда-нибудь, в общем, там, где добывают уран. Они спокойно пошли туда, забрали его и начали из этого, ну, в общем, у них настолько много урана было, что они начали делать из этого даже оружие для пехоты. Стрельба же будет производиться тем, что, ну, это энергетическое поле, в принципе, все еще способно выдержать не только радиацию, но и, наверное, взрыв от нее, ну или еще чего. В общем, условность номер 3. Чтобы выстреливать радиацией, нужно делать ее усилие. То есть она ложится в маленькую капсулу в оружие. Ты, по сути, каким-то образом надавливаешь на нее или стукаешь. Она израсходует из себя радиацию и пытается ее выпустить из себя. И дело в том, что вот у вас дуло. На нем, ну, дуло из энергетического оружия, энергетического поля, и радиация некуда выбраться. Ей просто некуда деваться, и она выходит из дула оружия. И хотите прикол? Тип оружия будет зависеть от того, насколько длинная дырка у оружия. То есть короткая дырка означает в том, что радиация будет сильно рассеиваться. То есть, по сути, вы получите дробовик, который просто берет, стреляет и поражает всех противников в округе. Ну или же вы можете очень длинную трубку сделать, которая будет очень-очень-очень зауженная, прям маленький этот, как называется. В общем, маленькая трубка. И вся радиация будет идти как снайперский выстрел. Очень усиленный. Чем больше концентрации этой радиации, тем сильнее урон наносится по противнику. Я думаю, можно даже совместить мои идеи насчет создания каких-либо оружий и создания вот этого свинцового. Можно прям модифицировать по-различному, по-всякому свое личное свинцовое радиоактивное оружие. А знаете, как происходит убиение в этой игре? Когда ты наводишься на противника, скажем так, все его мясо, все его кожа в этом месте, где ты наводишься, у него там резко все жутко мутирует, пузырится, в общем, неприятная картинка происходит. Я, наверное, попробую нейросетью вам показать, как это будет выглядеть. В общем, по достижению определенного количества радиации, противник просто настолько сильно мутирует, что его регенерация уже пропадает, и он подыхает окончательно, потому что он мутировал, все. Он уже какая-то жижа. Скорее всего, противники вместо того, чтобы просто быть трупами, как знаете, человеческие трупы, будут превращаться в жижу. Это не совсем идеально, но, как по мне, это куда лучше, чем скучно лежащий труп в играх. Но также я еще одну очень интересную механику хотел бы добавить в эту игру. В общем, гранаты. В этом мире наверняка все равно должны как-то существовать гранаты, потому что, во всех шутерах везде есть что-то взрывающееся. И я думаю, скорее всего, обычные типичные
ну, просто осколочные и так далее гранаты все еще будут существовать, но они будут нацелены на то, чтобы остановить временно противника. Ну, то есть сделать так, чтобы враг не мог шевелиться. То есть в этой игре автоматы с пулями все еще будут актуальны, но, скорее всего, те, которые будут эффективны против, по сути, бессмертных существ. Ну, то есть всю игру вы будете жонглировать двумя пушками. Обычными, физическими, ну, то есть всякие АК-47 и дробовики всякие, СПАС-12 и так далее. И радиационные основные пушки. Никто же не отменял роботов, которые будут брать и нападать на вас, потому что можно, конечно, попробовать его радиацию убить усиленной, но, наверное, у него будет хорошенькая, такая очень хорошенькая защита от радиации. И в этот момент вам понадобятся пули. Как по мне, вот эти вот разнообразие различных резистов, ну, кто от чего хорошо защищен и так далее, это очень и очень хорошо играется будет, потому что мозг думает, что тебе лучше подходит против этого противника, а что против этого и так далее. В общем, гранаты. Будут обычные какие-нибудь осколочные, оглушающие и так далее, и будут еще радиационные гранаты. Их прикол в том, что когда ты кидаешь, они взрываются, и они испускают из себя радиацию в ближайшие, там, 5 метров. И проблема в том, что в ближайшие 10 минут радиация в этом месте еще не развеется. Она не полностью убивает. Кстати, насчет убивания. Помните, я говорил то, что когда вы наводишь на противника, он мутирует и он умирает. В общем, из-за высокой регенерации и то, что повсюду мир и так в радиации находится после ядерного холокоста, я хотел по приколу сделать так, что в этой игре, ну, ради уникальности, будет постоянно мерцать полоска здоровья у персонажа. То есть она постоянно вниз-вверх, 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 и ты должен поддерживать ее среднее состояние, ну, явно хорошим. То есть игрок, который привык такой: полоска здоровья полная, у меня полное здоровье в игре, все окей, все хорошо. А здесь постоянно... А чё, в смысле? Я чё, подожди-ка, я подыхаю, лечусь? В общем, как по мне, это довольно интересно, потому что, по сути, все люди будут постоянно получать урон и постоянно регенерировать от него. И тема такая, что в этой игре нету, по сути, такого понятия, как ваншот. Есть такое понятие, как усиленная радиация, которая плавно набирает, накапливает урон по противнику. Когда ты настолько сильно увеличил урон, что он умирает, все это, короче, происходит постепенно. Постепенно. И такие вот зоны с гранатой, где взорвалась 10 минут радиация, медленно, тихонько спадает. В общем, в этом месте в ближайшую минуту ты будешь очень быстро умирать. Тебе нужно буквально пробежаться, чтобы не умереть в этом месте. То есть во время сражения в этом мире постоянно где-то будут различные вот такие вот зоны, которые все еще наносят урон. А также из-за того, что радиация непостоянная, во всем мире по-разному будет у всех здоровье. То есть на каком-нибудь уровне города радиация очень сильно высокая, потому что обычно ядерные холокосты устраивают города. И поэтому в этом месте у всех противников, но и у тебя тоже, низкое здоровье. А у каких-нибудь там в полях, лесах и так далее, там радиация более-менее глушится, то в тех местах у тебя побольше здоровья максимального, да и по противникам сложнее работать. В общем, урон всегда постепенный и не прям ваншотный, прям за секунду не убьешь. И, кстати говоря, это отлично решает такую задачу, как регенерация. То есть вы знаете, как в Call of Duty. Взял, ранился, отошел за угол и подождал 10 секунд, и ты отрегенерировал, ты вылечился, все, можешь продолжать сражаться. В общем, вот эта вот регенерация тела у абсолютно всех людей будет полностью объяснять эту механику. То есть логично все логично и, ну, логично. Да, 3 раза логично, 4 раза логично, 5 логично. Короче, много раз логично. Да. И знаете, что еще я бы хотел рассказать об этой видео? В принципе, я уже рассказал большую часть. Все, что нужно было, я рассказал. Но что там по сюжету? Ну, ядерный холокост. Кто-то хочет устроить его еще раз и усилить его, чтобы все человечество подохло, или не знаю. Это должен продумывать сценарист и сюжетновед. Я не такой человек, который способен продумать интересный сюжет. Я единственное, что знаю, что там будет точно в этой игре, там будет точно сцена того, как солдатов готовят к войне. Потому что прежде чем воевать, давайте не будем забывать, что
люди там все еще являются людьми, и они чувствуют боль. И из-за того, что у всех очень высокая регенерация, каждого солдата берут и тренируют пытками, чтобы тот повысил свой болевой порог боли. То есть идешь такую в армейку, а твой зауч или твой учитель берет такой, расстреливает просто тебя постоянно. Просто берешь и под миниган встаешь, миниганную очередь, и постоянно получаешь урон. Тебе невероятно больно, ты корчишься. В общем, очень сильная такая, очень сложная, страшная сцена. Насчет того, как в этом мире обходится с солдатами, чтобы они воевали. Потому что, понимаешь, взял, выстрелил в голову пистолетом обычному человеку в этом мире, и он будет в ахуе. Он будет в хорошеньком таком ахуе и так далее. Ну или в тело, или в ногу, в руки и так далее. Ему будет больно, он будет плохо ходить и так далее. Но если повысить болевой порог у человека, то солдат будет способен переживать это. И знаете что? Я бы хотел, чтобы в этой игре у каждого персонажа, у каждого противника был свой индивидуальный порог, потому что кто-то способен с болью в спине брать и идти куда-нибудь гулять, а кто-то нет. Кто-то будет прям совсем мучиться и так далее. В общем, болевой порог. Нужно его развивать, чтобы в этом мире сражаться. Также я явно хотел бы, чтобы в этой игре, знаете, что было еще? Огромная куча мутированных животных, потому что надо какой-нибудь уровень с лесом сделать, уровень с мертвым лесом, уровень с городом и так далее. И как бы хочется смотреть, как животные тоже как-то изменились сильно. Ну, то есть эту идею я уже не продумывал, как они изменились и так далее. Да и поздно уже, ты посмотри, какой ролик длинный уже получился. Я вообще изначально думал, что на моем канале будут ролики по 5 минут. А тут вот такой вот облом. Я просто сижу в себя в потоке и затягиваю других людей в поток этот о том, как я говорю. Вы, наверное, заметили, что вы тут сидели, слушали меня просто и будто бы находились в потоке со мной. Мне это на прошлом видео это сообщили, и я и сам, как монтировал, тоже сидел, постоянно был в потоке. Что-то я слишком много раз произнес слово «поток». Ладно, рассказывайте, что вы думаете об этом видеоролике в комментариях. Я реально хочу бы почитать мнение других людей. Просто потому что, помимо того, что я это хочу, мне нужно как бы еще и канал развивать. А комментарии, лайки, подписки и так далее, это очень хорошо помогает развитию канала. Если вы к этому делу неравнодушны, я в принципе буду рад вашей поддержки. Я раньше пробовал эту идею, не как эту, а другую идею про создание индивидуальных персонажей, создание индивидуальных оружий и так далее. Я эту идею однажды пытался предложить одному геймдизайнеру. Ой, не геймдизайнеру, в общем, где-то 2 года назад я пытался поработать впервые в жизни в создании видеоигры. Она, правда, ни хрена не завершилась вообще, да и меня там уволили, не сказав об этом даже. Понимаете, просто сидишь такой, работаешь, думаешь, что вот-вот скоро подгонит работу, вот-вот сейчас скажут, ага, начинай делать вот это в течение 2 месяцев. А потом ты спрашиваешь, почему мне не пишут, почему там так и так сяк-сяк. В общем, мне сказали, что меня уволили, но никто не подумал о том, чтобы сообщить мне об этом. Я после такого разочаровался во всех людях, которые разрабатывают видеоигры. Они могут тебя просто уволить и даже не сказать об этом. А ты все еще будешь думать, что все хорошо, вот скоро все будет окей. В общем, я участвовал в создании этой видеоигры, там такая идея была Bed Wars создать как полноценная игра. То есть Bed Wars из Майнкрафта, но полноценная видеоигра об этом. Но, как понимаете, раз вы нигде о ней не слышали, она явно еще не вышла или мертвая совсем. У них и предыдущий проект тут умер, прям на моих глазах, скажем так. Хотя сколько амбиций было. Не, амбиций не было в том месте. В том месте не было амбиций. Блин, самое обидное от таких игр в том, что графику, модели, всю такую красоту уже сделали, а выпустить игру не выпустили. Я не понимаю. Вот тот же Hytale. Вы видели трейлер в 2017 или когда он там вышел? Красотища. А можно, пожалуйста, в это поиграть? А игра не вышла до сих пор. Самым первым делом, походу, создается мир, а уже потом игра. Геймплейная ее часть, код и так далее.
В общем, главному человеку в этой игровой студии я пытался предложить свои идеи насчет видеоигр. И знаете что? Все твои идеи будут постоянно очень сильно недооценивать и принижать прям максимально, и даже полностью не читать. Ты ему предупреждаешь, тут будет большой длинный текст, а он давай. И я все равно пытался его сокращать, этот текст. И человек вместо того, чтобы понять, что я сокращал, что что-то можно додумать, что можно доделать здесь, главное, возьми и пойми основу этой идеи. А он такой, так, здесь херня, здесь херня, здесь херня, здесь херня. Хотя, подумать можно было просто. У меня вот печальная история с этим геймдизайнерским попыткой вообще быть в игровой индустрии. Как бы, у меня вообще как бы есть мечта в плане работы, в плане профессии быть геймдизайнером. Но так вышло, что я сижу и занимаюсь 3D-моделированием. Просто потому что, я начал развивать этот навык и дальше оправдывал себя тем, что раз ты хорошо делаешь это, то продолжай делать хорошо. Но это лучшее, что ты можешь сделать. А геймдизайнеры, я даже не понимаю, как можно стать им и какая карьерная лестница. Как они должны начинать, если их идеи никто не будет слушать? Вот как можно стать геймдизайнером, если тебя никто не будет воспринимать всерьез? И никто не даст тебе карт-бланш и так далее. Ты прям должен брать и сам создавать игру, чтобы показать свое мастерство. И знаете, вот этот видеоролик, по сути, является очередной моей попыткой создавать видеоигры, потому что я бы хотел быть геймдизайнером и заниматься всем этим. И пока что я просто сижу и жду, вдруг мне повезет, вдруг этот ролик взлетит, вдруг меня кто-нибудь заметит и предложит работу. Ну а также я записываю эту идею видеоролика просто потому что, я такой человек, у которого есть идеи. По сути, я идейный человек, у которого просто есть идеи. У меня есть идеи, есть мысля и так далее. И проблема всегда в том, что идеи есть, но реализация хромает. И знаете, когда я вижу, что какой-нибудь либо проект, даже если он очень плохой, мне очень легко зацепить какой-то индивидуальной, уникальной идеей, потому что я люблю, когда существует какая-то индивидуальность, когда существует уникальность. Если ты обычный типичный клон чего-то там, то пошел ты нахер. Я уже играл в это. Зачем мне надо еще второй такой же? Но реальность такова, что без копирования чего-либо ты вообще нормально ничего не придумаешь. Ладно, думаю, на этом видеоролик можно заканчивать. Спасибо тебе за просмотр, за оцененный мой труд, за комментарий, остальное и так далее, и т.р.т.п. Короче, до свидания.